День начался как обычно. Небо было ясным, а воздух прохладным. Пахло дождем. После школы Мия, девочка, которая любит бывать на свежем воздухе, возвращалась домой и увидела что-то на берегу ближайшего пруда. Это была черепаха. Сначала казалось, что все в порядке. Маленькое животное с зеленым панцирем греется на солнышке. Его глаза заблестели, когда Мия прошла мимо, и ее потянуло к нему. Мия сказала: «Ты выглядишь здесь такой одинокой». Она не убежала, это черепаха. Вместо этого он вытянул шею в ее сторону, как будто знал, что она здесь. Он двигался медленно и осторожно, как будто выбирал ее так же, как она выбирала его. Мия огляделась, потому что ей показалось, что вода близко, но ручей был почти пересохшим. Она осторожно взяла его в руки и сказала: «Тебе нельзя здесь оставаться». Когда она дотронулась до его скорлупы, она была гладкой и крепкой. Когда Мия принесла черепаху домой, она обратила внимание на узоры на ее панцире. Тонкие линии и изгибы, которые едва поблескивали на солнце, не были случайными. Она удивленно наклонила голову, удивленная тем, насколько по-другому они выглядели. Легкая улыбка заиграла на ее губах, когда она сказала: «Ты уникальна, не так ли?» Когда Мия вернулась домой, она вбежала в дом с черепахой в руках, как будто это был подарок. Это сделало ее счастливой, и она закричала: «Мама, смотри, что я нашла!» Ее мать оторвала взгляд от кухонной раковины и обернулась. Мама спросила ее, что она говорила о том, что нужно приводить домой бездомных животных. Однако мать Мии сдалась после того, как на нее надавили. Она резко посмотрела на него и сказала: «Хорошо, но это твоя работа». Мия сразу же установила небольшой аквариум в своей комнате. Ему. Она разложила камни, воду и маленькую тепловую лампу таким образом, чтобы они напоминали естественную среду обитания черепахи. Она назвала черепаху Тедди. «Добро пожаловать в твой новый дом, Тедди», — сказала она, наблюдая, как черепаха осматривается. Сначала все казалось прекрасным. Тедди быстро привык к своему новому окружению и часто забирался на скалы, чтобы погреться на солнышке. Мии нравилось наблюдать за ним, потому что то, как медленно и осторожно он двигался, успокаивало ее. Но через несколько дней что-то изменилось. Тедди начал очень быстро расти. Сначала Мия подумала, что все это ей только кажется. Она спросила себя: «Может быть, я раньше не замечала, какой ты большой?» Без сомнения, к концу недели Тедди стал еще больше. Она едва могла удержать черепаху в руках, когда та была размером с ладонь. Когда мама Мии увидела ее снова, она удивленно подняла бровь. Она спросила Мию, уверена ли она, что это нормально. Мия не знала, что делать, потому что боялась, что мама заставит ее отдать черепаху. Итак, она сказала, что считает это нормальным и что черепашки растут. Ее мама вздохнула. Она попросила Мию присмотреть за ним. Она сказала ей, что нужно что-то предпринять, если он и дальше будет так расти. К концу второй недели Тедди стал слишком большим для своего аквариума. У него были сильные ручки и ножки, которые прижимались к стеклу. Его панцирь, который раньше был тонким и зеленым, теперь выглядел толще и темнее. Мия говорила себе, что это ненормально, и он не должен был так расти. Она была одновременно заинтересована и напугана. Когда Мия спала, разбился стакан. С сильно бьющимся сердцем она побежала прямо вперед. У нее перехватило дыхание, когда она включила лампу рядом со своей кроватью. Тедди разбил свой аквариум. Осколки стекла острыми осколками валялись на полу, а вокруг рамы скапливалась вода. Тедди сидел посреди беспорядка, его панцирь ярко блестел в свете лампы. Теперь он был размером с небольшую собаку. Мию пробрал озноб, когда она заглянула в его слабо светящиеся глаза. Ее сердце учащенно забилось, и она воскликнула: «Боже мой!» Черепаха медленно и осторожно повернула к ней голову. Впервые Мия почувствовала легкое беспокойство.
Потому как она с ней обращалась, было видно, что она изучает ее. Стараясь не повышать голоса, она сказала ему: «Ты слишком большой для этого резервуара». Она осторожно положила его в ванну и добавила воды, чтобы он почувствовал себя лучше. Наблюдая, как он залезает в ванну, Мия испытала странное чувство. Когда-то его панцирь был гладким и зеленым, но теперь у него появились острые края и большие выпуклости. Когти стали длиннее и сильнее выделялись. Казалось, она тихим голосом спрашивает его: «Что с тобой, Тедди?» Она нервничала, думая о том, что происходит с черепахой, потому что тоже понятия не имела, что происходит. На следующее утро Мия и ее мама решили, что пора обратиться за помощью к профессионалу. Тедди положили в большой пластиковый пакет и отвезли к ветеринару по соседству. Доктор Лейн, ветеринар с многолетним стажем, тепло улыбнулся, приветствуя их. «Так в чем же, по-видимому, проблема?» Она спросила. Мия на мгновение задумалась и посмотрела на контейнер. Она сказала, что он слишком быстро вырос и вчера вечером разбил свой контейнер. Доктор Лейн рассмеялась, потому что подумала, что это шутка. Однако, когда она открыла коробку, улыбка исчезла с ее лица. Ее глаза округлились, и она согласилась, что то, что было не так с черепахой, было неправильно во всех отношениях. Она очень внимательно посмотрела на Тедди, проведя ладонями по его панцирю и рукам. С первой попытки она выглядела смущенной. Однако, когда она продолжила, на ее лице появилось выражение беспокойства. Доктор Лейн серьезным голосом сказала, что это ненормально. Мама Мии нахмурилась, тоже не понимая. «Что ты имеешь в виду? Что с ним не так?» Ветеринару потребовалось некоторое время, чтобы ответить. С помощью увеличительного стекла она внимательно рассмотрела подробные узоры на панцире Тедди. В конце концов она сказала: «Мне нужно сделать кое-какие анализы. Не могли бы вы оставить его здесь на некоторое время?» Тедди посмотрел на Мию своими прекрасными золотистыми глазами. Она неохотно согласилась. Ближе к вечеру врач позвонил им снова. Мия почувствовала тошноту, когда заговорила. Ее голос был тихим, но твердым. Она никак не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Когда они позже вернулись в больницу, доктор Лейн поприветствовала их, сказав, что им срочно нужно кое-что осмотреть. Затем она отвела их в отдельную палату. На столе лежали разные рентгеновские снимки и результаты лабораторных исследований, и на каждом из них была красная пометка. Доктор Лейн печальным голосом сказал: «Тедди, похоже, не просто черепаха». Мия почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. Она спросила: «Что вы имеете в виду?» Ветеринар показал рентгеновские снимки рукой. Оно. Его генетические особенности и строение костей необычны. Они не похожи ни на один из известных видов черепах. Лицо мамы Мии побледнело. Что это значит? Доктор Лейн на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Это означает, что его гены были изменены». Не похоже, что это могло произойти естественным путем. Сердце Мии учащенно забилось, когда она посмотрела на Тедди. Когда он снова посмотрел на нее своими спокойными, невинными золотистыми глазами, он, казалось, не замечал творящегося вокруг хаоса. «Кто мог это сделать и почему?» — тихо спросила Мия. Ветеринар только покачала головой. «Я не уверен, но он все равно растет, каким бы он ни был». Когда дни превратились в недели, рост Тедди было трудно не заметить. Он перестал быть очень дисциплинированным и стал гораздо менее стабильным. Он начал царапать стенки своего вольера с невероятной силой, проделывая глубокие дыры в материале. Его глубокие, хриплые стоны разбудили Мию и ее семью ночью в гараже. Похоже, Тедди тоже был очень голоден. Сколько бы они ни давали, этого всегда было недостаточно. Однажды ночью Мия испугалась, когда Тедди навалился всем своим весом на более прочную клетку, отчего металл опасно заскрипел под его весом. Мама предупредила ее. В ее голосе звучали гнев и страх, что он может сорваться, если так будет продолжаться.
В конце концов, семье Мии пришлось вызвать представителей охраны дикой природы в этом районе. Через несколько часов появилась группа людей в костюмах и лабораторных халатах. Они выглядели грустными, когда ознакомились с ситуацией. Тедди наблюдал за ними через стекло с пугающим спокойствием. Мия молча стояла в стороне, пока эксперты устанавливали свои инструменты для изучения существа. Высокий мужчина с блокнотом смотрел на нее с серьезным выражением лица, когда он был с исследователями. Он ясно дал понять, что они должны перевести его в безопасное место. Ее сердце перестало биться. Она спросила прерывающимся голосом: «Вы забираете его?» «Это для общей безопасности», — сказал мужчина. Но в его голосе не было утешения. Когда Мия посмотрела на Тедди, на ее глаза навернулись слезы. Он был ее другом и тем, на кого она могла положиться. Затем его забрали у нее, потому что сочли опасным. Когда команда собралась перевести Тедди, он издал низкое рычание и посмотрел на Мию своими золотистыми глазами. Он выглядел так, будто знал, что происходит, и был расстроен этим. Когда власти доставили Тедди в исследовательский центр, Мия и ее мама были потрясены. Было больно вспоминать, чего они лишились, когда оказались вдали от своего некогда тихого дома. Несколько дней спустя на пороге их дома появился правительственный чиновник. Он выглядел серьезным, готовясь рассказать им шокирующую правду. Мужчина начал официальным тоном. Тедди, похоже, является результатом незаконного генетического эксперимента. Мия сжала руки и уставилась на него. Незаконно? Кто-то хотел причинить ему такую боль? Чиновник посмотрел прямо перед собой и кивнул. Мы думаем, что он сбежал или его выпустили из соседней лаборатории, где проводились эксперименты на змеях. Немного разозлившись, Мия спросила его: «Значит, это твоя вина? Ты создал его?» Мужчина запнулся и отвернулся от нее. Он сказал им, что у них пока нет ответов на все вопросы. Тем не менее, они делают все, что в их силах, чтобы все шло своим чередом. Мать Мии заговорила громким голосом. «Вы хотите сказать, что моя дочь увидела вашу ошибку и теперь пытаетесь наказать нас?» Мужчина застонал и погладил себя по затылку. Он пытался объяснить ей, что знает, как это выглядит, но изменения Тедди были очень опасными. Если ничего не предпринять, чтобы остановить его рост, он может нарушить местную экосистему или натворить что-нибудь похуже. Мия покачала головой, и слезы наполнили ее глаза. Он неплохой парень. Он просто запутался. Напуганный. Лицо мужчины на секунду смягчилось. Он сказал ей, что знает, как это тяжело, но они должны были это сделать, чтобы обезопасить всех, даже Тедди. Он сказал, что они сделают все, что в их силах, чтобы обезопасить его. Мия не почувствовала себя лучше, услышав его слова. Она все время чувствовала себя виноватой и не могла избавиться от этого чувства. Было ли плохой идеей привести Тедди домой в тот день? Ученые из исследовательского центра весь день напряженно работали, чтобы выяснить, почему Тедди так быстро растет и ведет себя странным образом. Вдоль стен его огромной клетки были установлены высокотехнологичные камеры, которые постоянно следили за его движениями. Ему. Тедди смотрел на ученых горящими глазами, которые, казалось, были заинтересованы в них не меньше, чем они в нем. То, что они обнаружили, потрясло всех. Тедди не только стал больше, но и его гены изменились, включив в себя черты вымерших видов ящериц, которых не видели миллионы лет. Один исследователь с удивлением в голосе сказал, что в нем есть что-то от динозавра. Но все это было сопряжено с риском, потому что Тедди становился намного сильнее и вел себя все более неожиданным образом. На одной из встреч один очень образованный ученый сказал, что если это животное попадет в дикую природу, это может привести к разрушению целых экосистем. Тем временем Мия боролась с тяжестью своих решений. Она думала обо всем том времени, которое провела с Тедди. Однажды вечером она рассказала об этом своей матери со слезами на глазах. Она сказала, что всего лишь хотела помочь ему. Ее мать положила руку ей на плечо, чтобы успокоить. Она ласково сказала: «Ты не знала.
Ты поступила правильно, попытавшись спасти его. Хотя Мия не была уверена, что все еще верит в это. Нам было тяжело узнавать новости из больницы, потому что они заставляли нас думать, что Тедди, возможно, никогда больше не будет на свободе. Ученые старались изо всех сил, но рост Тедди, казалось, не замедлялся. Даже усиленные клетки едва могли удержать его, и он начал вести себя все более и более странным образом. Он бился своим огромным телом о стены загона, издавая громкое рычание, которое было слышно по всему зданию. «Если так будет продолжаться и дальше, мы не сможем удержать его здесь», сообщил ученый на встрече. «Это того не стоит, учитывая, что ставки очень высоки». Властям предстояло решить, можно ли спасти Тедди или он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Был поднят вопрос о том, что его, возможно, придется усыпить. Мия не могла смириться с мыслью о том, что может потерять его. Она умоляла дать ей возможность выступить в его защиту, и когда она обращалась к группе официальных лиц, ее голос дрожал. Со слезами на глазах она продолжала говорить, что он не монстр, он просто странный, он не хотел быть таким. Другие не были тронуты ее словами, но некоторые были. Время поджимало, и ситуация становилась все безнадежнее. Позже тем же вечером мать Мии крепко обняла ее и сказала: «Мия, что бы ни случилось, ты сделала все, что могла». Наконец, сделка была достигнута. Тедди отправили бы в природный приют у черта на куличках, чтобы он мог проводить свои дни в одиночестве и без людей. Выбор был трудным, потому что это означало разрыв отношений Тедди с Мией, но давало ему второй шанс на жизнь. У Мии был последний шанс увидеть его, прежде чем его заберут. Золотистые глаза Тедди встретились с ее глазами, когда она стояла перед его огромной клеткой. Она почувствовала ту же связь, что и в тот день, когда нашла его, несмотря на то, что он был большим и диким. Она положила дрожащую руку на его панцирь, по ее лицу текли слезы. Она прошептала: «Прости меня, Тедди. Я надеюсь, у тебя все будет хорошо». Тедди издал тихий звук, очень похожий на мурлыканье, словно желая успокоить ее. Транспортная команда осторожно погрузила его в огромный грузовой автомобиль. Мия смотрела вслед удаляющемуся грузовику, и с каждой милей ее сердце разрывалось на части. Несколько месяцев спустя беженец прислал Мии письмо. Тедди хорошо привыкал к своему новому дому, и хотя за ним все еще наблюдали, он казался счастливым. На фотографии, которую прислали, он был запечатлен лежащим на солнышке в большом безопасном месте. Мия улыбнулась сквозь слезы, крепко сжимая письмо. Для нее этот опыт стал горько-сладким уроком того, как важно защищать природу и что может произойти, если вмешаться в ее жизнь. Иногда самые маленькие животные могут иметь огромное значение.